Как же отапливались старинные храмы? Очень интересно, ведь труб-то нет. А я вам сегодня это все и расскажу. Как отапливались храмы, какие артефакты найдены в этом старинном костеле. Ведь Бернардинский костел – один из старейших костелов нашего города. Я уже снимала видео об этом костеле, но сегодня я постараюсь открыть еще какие-нибудь тайны. В старинном католическом храме очень много различных артефактов хранится. И по мере обнаружения, конечно же, они открываются для посетителей. Также и на балкон можно зайти совершенно свободно, только надо договориться с настоятелем храма, ксензом Яном, потому что вас должен сопровождать священнослужитель, либо кто-то из монастыря, возможно, если вам дадут в сопровождении кого-то, для того, чтобы это было все-таки безопасно. Потому что храм старый, здесь лестницы, должна быть и противопожарная безопасность, то есть просто так вас пускать сюда не могут. Конечно же, доступ открыт, да, не везде, но это исключительно из-за вашей безопасности. Но вообще попасть можно, и вот сегодня я все вам расскажу и покажу. Надеюсь, будет интересно. Костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев – архитектурный комплекс в Гродно. Старейший действующий католический храм в городе и один из старейших на западе Беларуси. Постройки датируются XVI веком. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как отапливались монастыри и костелы? Ведь климат зимой у нас достаточно суровый, и без отопления прожить в нем невозможно. Почему же у церквей и храмов не видно дымоходов? И как они вообще отапливались? Давайте разбираться на примере Бернардинского костела в Гродно. Если посмотреть на костел Обретения Святого Креста, то вы не увидите печных труб. Но тем не менее они есть. Просто система отопления в то время была немного другая. Основной храм под куполом был неотапливаемый. И это правильно, с такой высотой потолков протопить помещение практически невозможно. Но как же быть с теми помещениями, где постоянно находились люди, настоятели, монахи, служители? И ведь не поставишь печи в каждой комнате, ведь на каждую печь нужна отдельная труба. Для этих целей и была устроена система печного отопления по всему монастырскому и храмовому корпусу. Уже в XIII-XIV веках в храмах стали устраивать более совершенные системы отопления. Подземные помещения, выполнявшие функцию котельных, стали неотъемлемой частью архитектуры. В этих подвалах размещалась небольшая печь, нагревавшая воздух, который затем циркулировал по системе каналов, находящихся в толстых стенах и на полу храма. Эти каналы были выложены из жаростойкого кирпича, а по всему периметру этой системы существовали отдельные заслонки, в которые подбрасывали уголь либо поленья. Как таковой большой печи, по словам настоятеля храма, под Бернардинским костелом нет. Здесь были печи именно на первом этаже, но как таковая печь осталась только одна в монастырском корпусе храма в одном из помещений. А по всему периметру в коридоре и отдельных комнатах кое-где еще остались системы того старого отопления. Конечно, сейчас уже все это не используется, но если присмотреться внимательно, то кое-что интересное можно увидеть. Итак, печи топили, а дальше этот горячий воздух шел по трубам и пронизывал весь храм. Поэтому кое-где в отдельных стенах вы можете видеть эту старую систему. Смотрится она сейчас как просто вентиляционная отдушина, но на самом деле в стене проходила система отопления и отапливала отдельные помещения. Система была не так проста, как кажется, потому как надо было еще отводить дым и угарный газ, поэтому если внимательно посмотреть, то с обратной стороны храма можно все-таки увидеть трубу для отвода дыма. Такая же труба есть во внутреннем дворике Бернардинского монастыря. Система отопления храмов была аналогична гиппокаусту древнеримских бань и домов и состояла из сложной сети воздуховода, обеспечивающих равномерное распределение тепла. Воздуховоды представляли собой широкие проемы с кирпичными арочными сводами, и от них отходили боковые ответвления, проложенные в толще стен, которые и подводили теплый воздух по помещениям. Похожая система обогрева иногда применялась в европейских каменных замках.
Дымоходы все же присутствовали в каменных храмах и представляли собой проемы в стенах, через которые дым выходил наружу. В большинстве случаев они оформлялись декоративными элементами, чтобы не сильно бросались в глаза и не оставляли следов сажи. И уже в 15-16 веках появилась система гиппокаust, так называемая, которая представляла собой ранний аналог центрального отопления. Эта технология заключалась в нагреве камней в большой печи, установленной на нижнем этаже, и теплый воздух от нагретых камней поступал через специальные каналы в верхние помещения. Такая система была гораздо эффективнее каминов и практически бездымной. Католическая семинария в Гродно была основана 1 сентября 1990 года. Поскольку здесь уже существовала материальная база для этого, был монастырь, который незадолго до упомянутых событий передали костелу, и тогда все было перестроено, и старые системы обогрева фактически перестали существовать, по словам ксенза. Были даже заложены некоторые печи, и заслонки закрыты и закручены, чтобы не открыть. Но кое-где внимательный исследователь может заметить остатки той старой системы. Что еще из интересных находок в Бернардинском я бы хотела вам показать? Это старинное фортепиано. Фортепиано непростое, это 19 век, ручная работа фабрики Крал и Зайдлер. Конкурентами Крал и Зайдлер были только Стэнвей и сыновья. Американская компания-производитель фортепиано, основанная в 1853 году, но то было на другом континенте, в Новом Свете, а в старом, как тогда называли Европу, равных Крал и Зайдлер не было. Золотые и серебряные медали на выставке в Санкт-Петербурге, Париже, Вене и даже Филадельфии инструмент был отмечен. Непосвященному зрителю это мало о чем говорит, но тогда приведу аналогию. Это как скрипка Страдивари среди смычковых инструментов. Компания Крал и Зайдлер, производители фортепиано и пианино, работавшие в Варшаве, основаны в 1829 году. Это лучший и самый известный производитель в стране. Он изготовил за всю историю своего существования около 6000 инструментов, многие из которых сохранились и до наших дней в частных и музейных коллекциях. В 1845 году такой инструмент стоил 950 рублей. Именно за такую стоимость было приобретено это фортепиано на выставке тогда в Париже, где оно получило золотую медаль. И на металлической табличке представлены медали и награды этой фабрики. Также на этой металлической табличке есть личная подпись изготовителя. Вот так раньше заботились о качестве выпускаемой продукции. Впечатляет, не правда ли? На каждом инструменте представлен серийный номер, для того, чтобы можно было найти точную информацию об инструменте, материалы изготовления, кем изготовлен и в каком году. Согласно этому серийному номеру инструмент изготовлен в 1875. Фирма Крал и Зайдлер входила в число важнейших производителей фортепиано в мире до 1880 года, а позже обанкротилась, и так бывает, к сожалению. Но такое фортепиано есть в Бернардинском костеле, сейчас там идет реставрация, реставрируют клавишный ряд, реставрируют само фортепиано, вот это вот красное дерево сверху, и надеюсь, когда-нибудь в скором будущем мы увидим обновленный инструмент. А теперь немного расскажу, как попасть на балкон. Иногда сюда водят туристов в составе организованных групп, либо если вы сами хотите на него подняться, тоже нет ничего невозможного. Обратитесь к настоятелю храма, к ксензу Яну. Он человек открытый для общения и с пониманием и уважением относится к интересующимся историей жителям города. Можно договориться на определенный день и подняться на балкон. Денег с вас за это не возьмут, но лично от себя добавлю, что добровольное пожертвование на храм приветствуется, и это нормально. Почему не открыть балкон постоянно и храм, его коридоры для всех желающих, как в других костелах города, но на то есть тоже свои причины. В Бернардинском нет сторожа, который будет постоянно находиться на посту и показывать храм всем желающим, как есть, например, во францисканском или в том же Фарном костеле.
Так что информация о добровольных пожертвованиях, которую я вставила, она не случайна. Опять же, в коридорах крутые лестницы, много старого дерева и должна соблюдаться противопожарная безопасность. Поэтому, конечно же, сюда можно войти либо в составе организованной группы, либо только в сопровождении кого-то из служителей храма. Поднявшись по крутым ступенькам, вы открываете вот эту старую деревянную дверь и попадаете на великолепный балкон, откуда открываются вот такие виды. Оцените! Вот такое небольшое видео у меня получилось, ознакомительное, но надеюсь, что было интересно и что-то новое я все же для вас открыла. Так что, если видео понравилось, ставьте лайк, это ваше маленькое спасибо мне. Если не подписались на мой канал, подпишитесь, чтобы не пропустить интересные новые видео. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!